Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Великий лес жил своей привычной шумной жизнью. Крики птиц-носорогов переплетались с шелестом гигантских папоротников, а влажный воздух был пропитан запахом прелой земли и цветущих лиан. Для Топаза, могучего вожака стаи шимпанзе, этот день начинался как сотни других. Его мускулистое тело, покрытое густой черной шерстью с серебристой проседью на спине, было воплощением силы и уверенности. Но к полудню его уверенность сменилась глухой, грызущей тревогой. Все началось с мелочи. Его маленький сын, которого в стае звали Кай, обычно неугомонный и шумный, вдруг притих. Он сидел на нижней ветви старого фикуса, не пытаясь поймать пролетающих мимо бабочек. Топаз подошел ближе. Он заметил странное, неловкое движение рта малыша, будто Кай пытался втянуть воздух через силу, не находя привычной опоры в собственных мышцах. Сначала Топаз подумал, что сын просто подавился или капризничает, требуя внимания. Но когда он осторожно коснулся мордочки Кая, его пальцы ощутили пугающий жар. Верхняя губа детеныша начала опухать прямо на глазах. Она становилась тяжелой, неестественно твердой, кожа натянулась до такого состояния, что начала зловеще блестеть под лучами солнца, пробивающимися сквозь кроны. Топаз замер. В его памяти всплыли образы: маленькое, почти невидимое насекомое с изумрудным брюшком, чье прикосновение приносит смерть. Яд был стремительным. Это не была обычная рана, которую можно залезать. Это была невидимая болезнь, пожирающая жизнь изнутри. К вечеру стало ясно. Беда пришла всерьез. Кай перестал есть. Топаз приносил ему самые сочные плоды дикого инжира, аккуратно разламывал их, демонстрируя сладкую мякоть, но малыш лишь слабо отворачивался, пряча голову в густой шерсти отца. Его маленькие пальцы, которые еще утром так крепко держались за ветки, теперь дрожали. Хватка ослабла. Топаз чувствовал, как жизнь уходит из этого маленького тельца. Дыхание Кая стало коротким, сбивчивым, а в глазах, всегда горевших любопытством, поселилась мутная пелена. Свет затухал. Весь день вожак носил сына на руках. Он не позволял ему спускаться на землю, где опасность была еще выше. Топаз прижимал Кая к своей широкой груди, пытаясь передать ему все свое тепло, всю свою мощь. Когда другие члены стаи подходили слишком близко, движимый сочувствием или любопытством, Топаз оскаливал мощные клыки и издавал утробное рычание. В этот момент он не был вожаком, он был отцом, защищающим самое хрупкое, что у него осталось. Он снова и снова облизывал распухшую губу Кая. Его слюна, обычно целебная для мелких царапин, здесь была бессильна. Губа темнела, становясь и сине-черной. Детеныш начал поскуливать. Звук был настолько тихим, что его едва перекрывал шелест листвы. Но именно эта тихая беспомощность пугала Топаза больше, чем самый громкий крик хищника. Так звучит существо, у которого больше нет сил звать на помощь. Ночь в джунглях. Время хищников. Но самым страшным хищником для Топаза в ту ночь был страх. Он сидел на развилке высокого дерева, покачиваясь из стороны в сторону, баюкая Кая. Тело малыша обмякло, голова бессильно лежала на плече отца. Он больше не цеплялся за шерсть. Топаз не смыкал глаз. Он считал каждый вдох сына. Иногда дыхание прерывалось на долгие секунды, и тогда сердце вожака пропускало удар. В эти моменты тишины перед ним вставали призраки прошлого, те, кого он не смог спасти от зубов леопарда или болезней. Он понимал, если они останутся здесь, утро для Кая не наступит. Где-то там, на краю их леса, была территория других. Топаз знал людей. Он наблюдал за ними годами, за их странными одеждами, за их тихими голосами и, главное, за их способностью исцелять. Он видел, как они ловили раненых животных, а спустя время те возвращались в лес здоровыми. Это был риск. Это было противоестественно для дикого зверя – добровольно прийти к человеку. Но у Топаза не осталось выбора. На рассвете, когда туман еще плотным ковром лежал между деревьями, Топаз спустился вниз. Он шел медленно, не скрываясь. В его позе не было угрозы, только бесконечная скорбь и надежда.
Исследовательский лагерь просыпался. Люди замерли, когда из чащи вышел огромный самец-шимпанзе с обмякшим свертком на руках. Топаз подошел почти вплотную. Его сердце колотилось о ребра. Инстинкт кричал «Беги!». Но любовь удерживала на месте. Он поднял Кая так, чтобы люди могли видеть ужасающую опухоль. И тогда он сделал то, чему научился, наблюдая за ними. Он начал двигать руками, используя жесты, которые иногда применяли исследователи. Ребенок. Боль. Очень плохо. Помогите. Его движения были резкими от напряжения, плечи дрожали. Он повторял это снова и снова, заглядывая в глаза людям и ища в них то, что не подвластно биологии, сострадание. Люди поняли. Один из них, старший биолог, медленно опустился на колени, показывая пустые ладони. Другой начал говорить тихим, певучим голосом. Они не делали резких движений. Топаз позволил им забрать Кая. В тот момент, когда чужие руки в резиновых перчатках коснулись сына, малыш издал слабый писк. Топаз рванулся вперед, его мускулы вздулись, готовые к атаке, но человек жестом остановил его. Твердым, но добрым. «Мы поможем», читалось в его глазах. Операция проходила прямо на раскладном столе под открытым небом. Топаз стоял в 2 метрах, неподвижный, как скала, впившись взглядом в каждое движение людей. Они действовали быстро. Место укуса было очищено, яд частично эвакуирован. Топаз видел первую иглу, он вздрогнул, но не напал. Затем был второй укол, антигистаминные и антибиотики. Время замерло. В какой-то момент грудь Кая перестала подниматься, в лагере воцарилась мертвая тишина. Люди засуетились, поднесли к мордочке детеныша трубку с кислородом, начали ритмично нажимать на маленькую грудную клетку. Топаз издал низкий гортанный стон. Это был момент абсолютного отчаяния. И вдруг судорожный вдох. Потом еще один. Кай вернулся. Весь день люди выхаживали его. Они по капле вливали питательную смесь. Охлаждали его горящее тело мокрыми полотенцами. Отек то спадал, то возвращался снова. Температура скакала, но люди не отступали. Топаз все это время не уходил. Он сидел рядом, напоминая собой древнее изваяние скорби. К вечеру произошло чудо. Кай открыл глаза. Они были еще тусклыми, но в них появилось сознание. Он слабо, почти незаметно сжал палец биолога. Топаз, заметив это движение, издал тихий радостный звук, похожий на выдох. Когда солнце начало садиться, окрашивая джунгли в золотистые тона, люди вынесли Кая. Он был еще очень слаб, губа оставалась припухшей, но дыхание было ровным, а жар ушел. Топаз принял сына с невероятной осторожностью. Он прижал его к себе, вдыхая родной запах, который теперь смешался с резким ароматом лекарств. Он не знал, как отблагодарить этих странных существ. Он просто долго смотрел на них, прежде чем развернуться и исчезнуть в зелени леса. В тот день в джунглях произошло нечто большее, чем просто спасение одной жизни. Была стерта граница между видами. Топаз доказал, что перед лицом настоящей любви страх отступает, а доверие становится мощнее любого яда. Прошли недели, прежде чем лес окончательно стер следы болезни с тела Кая. Опухоль исчезла, оставив лишь крошечный, почти незаметный шрам на верхней губе, который зарастал густой темной шерстью. Но то, что произошло в душе Топаза, не могло исчезнуть бесследно. Его авторитет в стае, и без того незыблемый, приобрел новый, почти мистический оттенок. Другие самцы видели, как он уходил к чужакам со смертью на руках, а вернулся с живым продолжением своего рода. Топаз стал другим вожаком. В его движениях появилась новая глубина, спокойствие того, кто познал предел отчаяния и нашел выход там, где его не существовало. Он часто уводил стаю к границе лагеря исследователей, но теперь это не было случайным кочевьем. Он садился на возвышении, позволяя молодняку играть в виду у людей, а сам подолгу смотрел на палатки и антенны. Это был безмолвный пакт о ненападении, заключенный без единого слова. Кай рос удивительно смышленым. Возможно, пережитый стресс и близость к человеческому миру пробудили в нем нечто большее, чем просто животную смекалку.
Он первым из сверстников начал использовать палочки не только для добычи термитов, но и для очистки плодов от колючей кожуры, подражая точным движениям рук биолога, которые он видел в полузабытом бреду. Однажды, когда тропический ливень обрушился на лес с неистовой силой, превращая тропы в бушующие реки, один из исследователей, молодой парень, заблудился, отстав от группы. Он сидел под раскидистым деревом, промокший до нитки, пытаясь справиться с нарастающей паникой и холодом. Из темноты зарослей показались два глаза, светящиеся в всполохах молний. Это был Топаз. Он не рычал и не скалился. Он просто стоял рядом, огромный и неподвижный. Через мгновение из-за его спины высунулся Кай. Малыш подошел к человеку и протянул ему крупный плод масличной пальмы. Жест, который в мире шимпанзе означает высшее проявление мира. Топаз оставался рядом всю ночь, согревая пространство своим присутствием, пока поисковая группа не нашла своего коллегу поутру. Эта история стала легендой среди людей лагеря, но для леса она стала новой главой эволюции. Топаз научил свою стаю тому, что мир не делится только на добычу и хищников. Есть еще третья сила. Те, кто может причинить боль, но может и подарить жизнь. Когда Кай окончательно окреп, он часто забирался на самые высокие деревья и смотрел в сторону горизонта, где за лесом начинался мир людей. Он больше не боялся. Он знал, когда наступит тьма, за границей страха всегда может найтись рука, готовая помочь. Любовь отца проложила мост над пропастью, которую природа строила миллионы лет. И этот мост стоял крепко, удерживаемый памятью о том утре, когда вожак склонил голову, чтобы его сын смог поднять свою.